Беда, ребята, в России беда. Заканчивается элитный алкоголь в магазинах. Теперь понятно, зачем акциз? Гибель человечества. Это же просто пи***ц какой-то. Илон Маск нам еще даст прикурить. И биткоин — это новая экономика. Ты не инвестор, ты дебил. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Привет! Подготовил для вас обзор главных новостей недели. Но главная новость, конечно же, в том, что я постригся. Ха-ха, шучу. Ладно, начинаем с позитива. Итак, поехали. В Ленинградском зоопарке показали спокойный завтрак упитанного бобра Аристарха. Он аккуратно перебирал в лапках морковку и осторожно откусывал от нее крохотные кусочки. И по словам работников зоопарка, застать животное за едой, да еще и поймать его на камеру — это редкая задача. Всем бы такую задачу, ребят. Если бы мы с вами были озабочены в эти непростые времена тем, чтобы фотографировать бобра, который жует морковку, да, вот жизнь бы была наша кайфовая, да, а так приходится, вообще говоря, думать башкой, что делать. Ну, на этом позитивных новостей больше нет, дальше будут новости такие, ближе к выживанию. Международные новости. Вкусная точка начнет работу в Белоруссии вместо Макдональдс, который объявил об уходе из этой страны. Ребята, что происходит? Многие злые языки говорят об уходе Макдональдса из Белоруссии. Я же подготовил для вас выгодную интерпретацию, да, такую, ну, вот, над которой не грустно, короче, да, это экспансия вкусная точка в Белоруссию. Вот поэтому, друзья мои, в любой ситуации вы всегда можете подобрать более выгодную для вас интерпретацию. Вот и здесь вкусная точка экспансирует Белоруссию. Посмотрите, какой мощный российский бизнес, какие мощные российские предприниматели. Они занимают места там, где раньше международные, значит, предприниматели действовали, как под брендом Макдональдс, теперь будут действовать российские предприниматели под брендом «Вкусная точка». Вот так. Так, какие примеры еще интересных интерпретаций мы знаем? Ну вот, например, вместо снижения, да, чего-либо говорить отрицательный рост, вместо сокращения говорят высвобождение, да, ну и вы подбираете выгодные интерпретации. Ребят, вы не заметите, как ваша жизнь превратится прямо в процветающий какой-то благоухающий цветок. Поэтому пользуйтесь искусством выгодной интерпретации, учитесь у «Вкусно и точка». Путин выступил на совещании о поддержке доходов семей с детьми и продлил программу материнского капитала до конца 2026 года. Ну, я думаю, эта программа должна быть не до 2026 года, а она такая вот пожизненная. Да. Поддержка семей и выплаты на первого ребенка, на второго, ну, должны стать нормой нашего общества, да. Сейчас, в частности, вот увеличен платеж за первого ребенка до 590 тысяч рублей, за второго 780 тысяч рублей. Ну, что тут говорить? Все это очень хорошо и правильно, только мало. Поэтому я думаю, что вот ребенка родил, сразу 100 тысяч долларов надо давать. Но не давать кэшем, чтобы родители там это потратили. Нет, а на специальный депозитный счет положить, да, и к моменту совершеннолетия ребенка у ребенка будет стартовый капитал жизни на образование, на учебу или так далее. Знаете. Вот. Ну, кстати, вы знаете, что некоторые страны из бывшего Советского Союза именно так делают. Я не буду сейчас называть там какие страны, потому что это не важно. Я хочу сказать следующее. Я ратую за то, что вот эта программа поддержки, она бы переросла в следующую программу, в такую в серьезную программу создания фундамента для этих ребятишек. Вот. И тогда бы у нас бы вырастало бы поколение не нищих людей, которые вырастают и начинают за 3 копейки работать, а работодатель их разводит. Это. Нет. У нас бы вырастало поколение людей, которые бы ценили себя, свою жизнь. А мы, как общество, государство, как, ну, оператор этого общества, да, мы бы подтверждали это тем, что выпускали бы во взрослую жизнь людей, у которых есть сбережения. Это умно, это выгодно. Нам важно, чтобы у нас страна была наполнена умными людьми, которые ценят свою жизнь, ценят время свое и не меняют время своей жизни на 3 копейки на какого-то козла работая. Понятно?
Детям в России могут разрешить работать с 14 лет. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Ну, в общем, некоторые языки сказали, что это призыв подростков в экономику, он связан с каким-то плохим положением страны. Депутаты пояснили, что их инициатива связана с тем, что, ну да, в условиях санкционного давления дополнительный доход подростка — это будет помощь семье, но еще и воспитание чувства ответственности, да? А я вам скажу лучше, как я думаю про эту инициативу. Я лично начал работать в 14 лет. И в 15 лет я заработал за 1,5 месяца 1300-1400 рублей. Столько зарабатывал тогда инженер за целый год. Вот. И на самом деле вот этот ранний заработок, да, именно этот заработок перевел меня в состояние понимания, что такое финансовая автономность, что такое быть лидером и так далее. И все мое последующее будущее основывалось на том, что я знал, что я могу зарабатывать, что я могу быть финансово автономным, да, и это очень питало меня. Поэтому я считаю, давно было пора с 14 лет не просто разрешать, а вовлекать молодежь к активной деятельности. Резюмирую. Конкретно я, Игорь Рыбаков, считаю, что работать следует начинать не позже 15 лет. 14-15 лет — это самое нормальное начало. Тогда будет правильное взросление. Вот. Моя рекомендация такая: берите, пользуйтесь, ну и напишите мне в комментарии, если вы уже это пользуетесь, или напишите мне, что нет, ни в коем случае. Давайте дискутировать, обсуждать. Россияне не получат подарков к Новому году. Понятно? Да, если вовремя не оформят доставку из интернет-магазинов Китая. Далеко, долго, логистика сейчас хромает, зависание и так далее, поэтому ни хрена подарков не будет. Кстати, давайте так, кто не получит подарков там, я вам отправлю подарки к Новому году. Зайдете в Рыбаков Стор, да, ссылочка здесь будет под этим видео, там все будет, мои книги, мой мерч, самые клевые подарки на Новый год, реально умные подарки, которые переведут вашу жизнь в совершенно другое состояние. Вы, наконец, перестанете нуждаться в деньгах, вы перестанете вот это испытывать какую-то недостаточность, вы вдруг очутитесь совершенно в другом измерении, вы вдруг поймете, что свое тело, ум и сердце можно использовать по-другому, с выгодой для себя, а не менять время своей жизни за 3 копейки на какого-то, еще раз скажу, козла работодателя. Понятно? А тем временем Apple предупредил о задержках поставки iPhone 14 из-за ковидных ограничений в Китае. Ребят, эта новость разорвала мне голову. Вы знаете, сколько людей работают на одной только лишь компании Foxconn? Да? Он главный поставщик, значит, вот для Apple. 300 тысяч людей на одной компании. 300! И они не могут сделать айфоны для Apple. Что это за Ребят, те, кто расстраивается, что не будет айфонов, я сожалею. Мне вас немножко даже жалко. На самом деле я уже купил 14-й айфон, поэтому мне похрен на эти ковидные ограничения, значит, что там у Apple там не получит и так далее. Поэтому, ребят, кто уже успел купить iPhone 14, усаживаемся поудобнее и смотрим, как в конвульсиях коряжатся те, кто не успел. Ладно, шутка. На самом деле я уверен, что без смартфонов мир точно не останется. Слушай, не в Китае, так где-то еще их точно произведут. И все эти катаклизмы, да, они как раз и приводят всегда к тому, что бизнесмены и предприниматели находят новые возможности. Поэтому если вы с азартом ищете, где начальник, который вам даст приказ, обязательно начальник появится, да, и начнет вами командовать. Да. Поэтому не лучше ли самим начать командовать? Да? Возьмите этот инсайт на заметку. Я, во всяком случае, так и делаю. Когда я увидел, что это же невыносимо, когда какой-нибудь самодур, начальник начинает давать приказы. Это же просто какой-то, да? Когда я это увидел, я подумал, лучше я сам стану начальником. Но подумал, вот интересно, когда я стану начальником, я тоже буду такую давать, вот как самодур себя вести, да? Поэтому напишите мне сейчас в комментарии, да, похож ли я на самодура начальника, да, даю ли я дебильные какие-то приказы и так далее. Ну вот, во всяком случае, как вам кажется. А вы спросите людей, поспрашивайте в интернете, погуглите, фильмы там посмотрите, да. Там, кстати, будет фильм замечательный, называется «Фарпсы». Посмотрите фильмы, материалы и скажите, я начальник самодур или такой хороший начальник, которого бы вы хотели для себя. И вот для тех, кто считает Игоря Рыбакова привлекательным, хорошим начальником, я вас
каждого приглашаю на Art Business Summit. Буду я, будут звезды моей компании Технониколь, будут звезды Equium, будут самые крутые люди, от которых вы напитаетесь вот этими алгоритмами успеха, как присваивать обстоятельства с выгодой для себя с минимальными издержками. Итак, Art Business Summit 26 ноября. Билеты по ссылке вот здесь вот под этим видео. Я очень вас жду. Ну а для самых сноровистых вечером 26 ноября проведу личный ужин, где 3 часа мы будем вместе обсуждать все ваши вопросы. Я разберу ваши бизнесы, я дам вам лично рекомендации, как все-таки взять, да, и повысить свое благосостояние в 10 раз. Автопроизводитель Mazda Motors уходит из России и продает долю в совместном предприятии Solers, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Сумма сделки составляет 1 евро. 1 евро. А что, собственно, я так реагирую? А я реагирую, потому что вот я опять в очередной раз не оказался в нужном месте и вовремя, понимаешь? Так бы взял и за 1 евро, да, стал бы, ну, совладельцем от Solers, да, и УАЗики выпускал бы. Я эти буханки, эти УАЗики, слушайте, я с ними рос, я с ними вырос, понимаете, я люблю их. Вот на этой буханке, когда едешь, там рессоров нет, там ничего нет, но ностальгия такая, понимаете. И так бы взял и стал бы совладельцем, да, этого УАЗика-то за 1 евро. А сейчас выходит, я все, уже продано, уже поздно. Да. А в чем суть, собственно говоря, была? Да строили новый завод, хотели во Владивостоке построить завод Solers и Mazda. Вот. И это был крупнейший инвестиционный проект на Дальнем Востоке, знаковый. Я надеюсь, что Solers все-таки запустит предприятие, как обещает, и в 2023 году будут и автомобили, и рабочие места, и так далее. И вообще, я хочу, чтобы предприниматели, бизнесмены больше инвестировали в Дальний Восток, во Владивосток, Хабаровск, другие города и так далее. И не только в сырьевые, пожалуйста, активы. Да? Производство товаров, услуг, сервисов и так далее, чтобы люди могли жить на Дальнем Востоке в нормальной атмосфере, а не просто на вахту там приехал, что-то там поделал и свалил и так далее. Поэтому сейчас время предпринимателей. Берите вот эти возможности в свои руки, пользуйтесь этими возможностями, создавайте новые компании или входите управляющими партнерами, смотрите, совладельцами в те компании, чьи владельцы пытаются куда-то уехать. Им же надо на кого-то оставить свои компании. А вы приходите и говорите: давай, ты уезжай, а я порулю. Ну дай мне акции 20, 30, может быть даже 50%, чтобы, ну, я был как собственник, как хозяин. Это ваша возможность без инвестиций стать владельцами компаний, бизнесов, которые уже сейчас есть. Даю вам этот лайфхак. Пользуйтесь возможностями, я буду постоянно делать специализированные выпуски, как и что еще есть для того, чтобы вы могли так вывернуться, чтобы присвоить, да, этот кризис для себя с выгодой. Эльвира Набиуллина на этой неделе заявила об основных поинтах кредитно-денежной политики на 23-25 годы. Главное из ее заявлений я сейчас прокомментирую. Итак, структурная трансформация экономики России продлится не 1 год, заявила Эльвира Набиуллина. Но о том мы не знаем, да? И если в мире начнется кризис, то процесс трансформации будет труднее. Ну, дело в том, что Центральный банк никогда не заявляет того, что мы и сами с вами не знали. Мы знали, что если в мире будет и вообще полная жопа, ну, у нас жопа будет просто еще глубже, ну, это понятно, да. Еще Эльвира Набиуллина сказала, что риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий. Сценарий масштабного кризиса вероятен. Да, блядь, а то мы не чувствуем на собственной жопе, да, что так и происходит. Идем далее. Центральный банк России сейчас не видит предпосылок для дальнейших смягчений или либерализации валютных ограничений. Это означает, вывозить можно будет только 10 тысяч долларов, да, наличными, перечислять не больше $1 миллион, у кого остались $1 миллион. Вот. Ну и про ключевую ставку Эльвира Набиуллина тоже сказала. Она прогнозирует, что только в 2025 году ключевая ставка Центрального банка может стать 5-6%. Это означает, что кредитование реального сектора, предпринимателей, бизнеса, да, все это время будет либо затруднено, либо его тупо не будет. Это означает, нет никаких надежд, что в России появится, ну, устойчивое предложение длинных денег. Будут продолжаться огосударствование экономики, частный сектор будет под большим давлением, и государство будет обращать внимание, прежде всего, на приоритетные области инвестирования. То есть
какие-то там стратегические объекты будут строиться, там какие-то стратегические отрасли финансироваться, да, ну а все отрасли, связанные с потребительскими товарами, с услугами и так далее, нет. Вы знаете, я так скажу, благоухания точно не будет, я не вижу, что вот как лианы, как, знаете, там такой тропический дождь, тропический лес, все расцветает, вот этого точно не будет. Я вижу все-таки такое, знаете, тайга. Такой низкорослые деревья, кустики там, да, мы не умрем, все нормально, маленькие мышки бегают такие, ого, прячутся там, какой-то коршун летит такой, пугает, мышки там прячутся и так далее. Я пока не вижу признаков того, что будет пустыня Сахара, ничего нет, там 3 колючки там стоят и так далее. Но будет, скорее всего, тайга. Готовьтесь к затяжному вот такому вот этапу под названием российская тайга. Тайга по-российски. И если вы до сих пор думаете по поводу того, что благоухание там и так далее, я вам так скажу, новое слово выучите — тайга. Тайга. Илон Маск предупредил о возможном банкротстве Twitter. В прошлых выпусках я предупреждал, что Илон Маск нам еще даст прикурить. И вот он дает, как следует. Кстати, помимо того, что он уволил 7,5 тысяч людей, запретил дистанционную работу, всех собрал в офисы и так далее, и лютует, тем не менее, компания Twitter набирает популярность за счет того, что она привлекает внимание людей, молодежи. Дело в том, что Twitter — это был такой вот, соцсеть в основном таких для старичков. Вот. А сейчас молодые люди, видя, как хайпует там Илон Маск, они так и бросают взор на эту соцсеть и начинают, так сказать, открывать аккаунты и подписываться. Вообще говоря, это не принято для большой корпорации принять такие вещи, потому что действительно, если вдруг ты ошибся, да, цена этой ошибки может быть большая. Я, кстати, не рекомендую в больших компаниях устраивать вот эти трэш. Посмотрим. Дело в том, что, может быть, у Илона Маска, конечно же, другой интерес. 40 миллиардов за Twitter, за который он заплатил, это ничто по сравнению с тем, что может потерять Илон Маск и, кстати, акционеры Tesla, SpaceX и так далее на фоне обвала вот этих вот рынков. Поэтому Илон Маску сейчас очень важно превратить вот этот вот кейс с Твиттером в огромный шар новостей, которые будут постоянно держать Илон Маска и его компании в поле зрения акционеров. Ведь на самом деле, если люди вдруг перестанут верить в Tesla, SpaceX, реально эти все триллионные, активы, да, испарятся в момент. Поэтому, друзья мои, смотрите внимательно за этим удивительным кейсом, мы можем увидеть огромное пожарище в том месте, где раньше был герой нашего времени, да, Tesla, SpaceX, какие там еще активы. Вот все эти активы, они все будут в топке вот этого tremendous world, вот этот вот фонящий гигантский мир, который… Куда катится мир, я не знаю, но мы с вами, у которых погреба полные, помните, я вам в каждом выпуске говорю, наполни свой погреб, запасы создай. Мы-то с вами готовы к встрече кризиса. Биткоин упал в цене. Вот я узнаю об этом, только читая эти вот новости для вас, друзья мои. До 2-летнего минимума, да, до 16 тысяч долларов упал биткоин. Это самый низкий уровень с ноября 2020 года. Аналитики говорят, что так, инвесторы реагируют на крах какой-то криптобиржи. Я вам так скажу, вся индустрия биткоина — это полный фейк, трэш, мусор, то бишь по-русски, да, поэтому тот, кто играется в эти игры, он похож на чудака, который решил, так сказать, покупая жетоны для игровых автоматов, да, говорит, я такой умный, инвестирую в жетоны для игровых автоматов. Да ты дебил, ты не инвестор, ты дебил. Поэтому ладно. Эти новости именно для тех, кто до сих пор увлеченно думает, что биткоин — это новая экономика. Это понятно? Друзья мои, я знаю, что многие люди потеряли на биткоине серьезные деньги. Вот на биткоине, на этой криптовалюте, на этой спекуляции. Я сожалею и хочу вас поддержать сегодня. И моя поддержка выразится в том, что я вам расскажу одну историю. Итак, Сэм Бэнкман-Фридом, да, криптомиллиардер, состояние которого было 17 миллиардов долларов еще вот недавно, да, он был основатель и владелец биржи, FTX. Так вот, сегодня его состояние оценивается, в несколько сот тысяч долларов. Представляете, во сколько раз сократилось его состояние, то есть сколько он потерял. Поэтому пусть вам от этого станет гораздо легче.
Известные российские издания бьют тревогу. Заканчивается элитный алкоголь в магазинах. В России перед Новым годом заканчиваются запасы популярных брендов, и их не смогут пополнить до Нового года. Беда, ребята, в России беда. Вот. Но ресторанам стоит опечалиться, потому что когда люди приходят в ресторан, они такие: коньячок, ну или там виски, да, ну и там важно вот это весь антураж. Да какая разница, ну возьми водку, подкрасили, там налей. Я вам скажу статистику: 30% элитного алкоголя до всей этой вакханалии, да, подделывалось. А вы знаете, сколько сейчас подделывается? Не надо вам объяснять. Помимо того, что вы бабки тратите дикие, вы здоровье губите. А второе, вы можете подцепить какую-то хрень, какой-нибудь этил, там, хиреметил, и вам кирдыкнет так, что потом никакая клиника вам не поможет. Поэтому, ребята, вот это все вот хрень, да, вот вроде хрень, а я вам даю выгодную интерпретацию. Так это повод перестать бухать, понятно? Просто. Это ж кайфово. Перестал бухать, взял попкорн, из погребка достал вареницы, да, и сидишь, чай попиваешь и смотришь, как эти кочевряжутся. Я же ведь раньше тоже закладывал, да, а сейчас так люблю наблюдать, как другие мучаются. Поэтому я хочу, чтобы вы не мучились. Идемте лучше ко мне, на мою галерку. Вот вместе сядем, будем попкорн вместе кушать, из погребка доставать припасы и так далее. Короче, кончайте бухать, давайте вместе вот здесь вот жить, припеваючи, здоровье не будем тратить, деньги не будем тратить, и я вам расскажу, что с этим богатырским здоровьем сделать. Но это только при полном отказе от алкоголя. В четверг Госдума решила накрячить производителей лимонада и сообщила об инициативе закона, акцизного закона. Со следующего июля в России будут собирать 7 рублей косвенного налога за литр сладких напитков. Ну и, соответственно, все производители этих вот сладких гадостей, да, они возмущены. Почему я называю их сладкие гадости? Я вам так скажу: любая сладкая вода — это очень катастрофически вредно. Теперь понятно, зачем акциз? Вред уродует людей, люди начинают болеть, их надо лечить, для этого надо построить больницы. Поэтому акциз — это для того, чтобы построить больницы, чтобы лечить людей, которые уродуют свое здоровье сладкими напитками. А чем отличается сладкая вода от спиртных напитков? А ничем. Сахар — это точно такой же яд. Я так скажу: пейте воду. Свежая вода, самые выгодные, самые полезные вещи, они бесплатны. И вот вы уже смекаете, да? В прошлой новости я сказал, что есть повод бросить бухать, да? А теперь есть еще и повод бросить выпивать сладкие напитки. И самое главное, детей вот этим сладким пойлом не поите. У меня, кстати, есть знакомая, да? Дочка говорит: мам, можно мне кока-колу? Мама такая на нее смотрит, говорит: доча, ты что? Ты же в этом году уже пила. Вот вам пример. Используйте эту историю, чтобы улыбнуться, чтобы расслабиться и теперь уже принять и для себя, и для своей жизни то, что сладкую воду вы больше не пьете. Ну, а не бухайте, само собой. В Португалии будет протестирована 4-дневная рабочая неделя без сокращения зарплат. Ну, вы помните, Медведев несколько лет назад говорил, что хотелось бы в России, чтобы тоже была. Ну, с тех пор уже очень много новостей, да, случились, что вряд ли сейчас будет это актуально для России, да. Но вот для Португалии почему нет? Или для Испании. Ребята южные любят сиесту. А если еще к этому добавится 4-дневная рабочая неделя без сокращения зарплаты, то вообще хорошо. Почему нет? Вот. И государство приняло такое решение — сделать вот этот эксперимент без субсидий, ну, чтобы не перекашивать, да. А с субсидиями, я думаю, все перешли, так сказать, на 4-дневку, да. Вот. И через полгода будет ясно. Если эксперимент окажется удачным, то, так сказать, его, наверное, будут рекламировать по всей стране и так далее. Давайте наблюдать за этим, потому что в России существует такой прием. Надо согнать всех людей, не выпускать их с работы, авось они, значит, за это вот время, да, больше сделают. Но это же не так. Те, кто ходит на работу, сам знает, что, в общем-то говоря, из того времени рабочего, которое мы проводим, особенно там специалисты креативных каких-то профессий, сколько времени мы работаем? Реально там, ну, полчаса, ну, 2 часа, ну, 3 часа. Остальное время болтаем, ходим, перерывчик, покурить, кофейку там, поболтать и так далее. Че, вот я вот вижу по вам, как вы работаете, вот, они тут сидят, ржут. А что вы думаете? Так это везде так.
Это есть только рабочие на конвейере, у которых каждая минута там расписана и так далее. Я, в общем-то, с большим удовольствием слежу за этими экспериментами по сокращению рабочего дня. Ну, именно потому, что они могут показывать о том, какие резервы есть по организации труда. На нескольких своих предприятиях, когда мы не могли справиться с производительностью труда, как вы думаете, где мы нашли приемы, практики и методы, которые в результате позаимствовали? В Португалии. Вот при всем таком своем так южном менталитете и вроде расслабленности и так далее, ребят, очень многие вещи в Португалии сделаны на высоченном уровне, и там действительно есть чему поучиться. Поэтому вот эти вот огульные там заявления, вот эти резкие какие-то вещи отставить. Подбираем, напомню, выгодную интерпретацию. В данном случае будем учиться у всех, кто превзошел нас в чем-либо. Убийственная новость в конце этого выпуска. Суперкомпьютер определил дату конца света и спрогнозировал гибель человечества в 2050 году. Ну, давайте поржем вместе. Итак, примерно с 2040 по 2050 год вся цивилизованная жизнь, какую мы с вами знаем вот на этой планете, перестанет существовать. Вот так вот написал компьютер в своем прогнозе. Почему мы с вами должны типа верить этому компьютеру World One, да? Ну, потому что этот же компьютер на 2020 год, значит, он рассчитал, что будет состояние крайне критическое. И вроде как мы видели, да, ковиды и так далее. Ну, на самом деле, текст очень сильно напоминает мне вот прогнозы Ванги и вот этих вот нумерологов, или этих гороскопов, или там кто это, вот эти вот карты Таро, гадалок и прочих, да. Я не знаю, как вам, я приглашаю вас к дискуссии. Вы верите, что к 2040-50 году планета перестанет существовать? Тогда напишите мне. Я дам вам свой прогноз. Мой прогноз: в 2050 году люди перестанут болеть. А если будут заболевать, их будут моментально лечить специальные такие компьютерные машины, да, вот это все точно, там, органы вживляться и так далее. Вообще говоря, жизнь наша действительно изменится, но самое главное произойдет в том, что поразительным образом изменится способ коммуникации людей друг с другом. Вместо агрессии, вместо подавления друг друга между людей возникнет кооперация, сотрудничество, любовь. Это мой прогноз. И именно такую утопию я делаю со своими подвижниками. Да, мы делаем детские садики, школы, университеты. Мы хотим, чтобы как можно больше людей поверили в такое представление о мире, вообразили его, а значит, стали воплощать. Поэтому, как обычно, закончу свой выпуск словами: давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.